Я люблю играть в японские игры. У них есть свой лоск, свой неповторимый шарм и стиль, однако к такой игре меня жизнь не готовила. Начать хочется с того, что почему-то, если японец решил сделать игру, то он сразу закладывает ценник выше среднего по рынку. Процентов так на 50, по ощущениям. То есть я просто плачу деньги за то, что японец не зашел с небес и накалякал мне свое детище. Вот и здесь такое произошло. Конкретно Japanese Rail Sim Operating the Meitetsu Line обошлась моему кошельку в 350 рублей и вроде бы демократично. Но я получил лишь одну миссию и 2 обещанных DLC, которые еще никто не сделал. Меня в главном меню просто манят кнопки с DLC, но я не могу ничего сделать. Также у них есть Journey to Kyoto, которая обходится уже в 1085 рублей, и игра Tetsudo Nippon Rosentabi X Tozan Densha Odakyu Hakonehen, которая без скидки выходит 1900 рублей. Наглость, но может быть приобрету однажды. Не знаю, и сейчас объясню почему. Когда я только увидел эту игру в Steam, то я вспомнил про такую вещь времен PlayStation 1 и PlayStation 2, которая носит гордое название Densha de Go. И по сути это она и есть. В отличие от западных игр, в японских ты всегда знаешь, что они любят хитрить, и эта игра не стала исключением. В игре красивая картинка, но это по сути видеоряд, который когда-то записали и вставили как задник, с привязкой к скорости локомотива. То есть если вы не входите в зону по скорости, она показывается справа снизу, если что, то картинка начинает плыть. Например, вы решили оттормозиться, или вы задели красную линию и вам врубили экстренный тормоз, и картинку начинает резко резать. Она становится как слайд-шоу. В целом техническая часть работает неплохо, но тут и нечему глючить или не функционировать. К слову о функционале. В этой игре дают 2 ряда кнопок, примерно по 8 штук что ли, и вы спросите, а почему так невнятно и не точно? Так потому что в игре я прошел все на рейтинг Б, используя всего 2 кнопки. Переключение передач вверх и переключение передач вниз. Иногда я баловался гудком и даже один раз случайно нажал на дворники, я даже не знаю какая это кнопка сейчас, но они просто не нужны. И за это нет никаких штрафов. Если в том же Euro Truck Simulator 2 вы за выключенные фары выписывают штраф, то тут просто ничего. Поэтому весь геймплей это сидеть медитативно и тыкать кнопочки так, чтобы скорость была поближе к зеленой полоске. Но тут тоже прикол. Нужно уложиться во время таймера, но если следовать оптимальной скорости, вы никогда не приедете вовремя. Но баллов больше дают именно за следование курсу зеленой полоски. В общем, эта игра не про геймплей, а про японский и поездатый вайбик. Атмосфера в игре присутствует, а вот локализация отсутствует. Я не скажу, что я лучший ученик из Зубрила, но мой опыт изучения языка еле-еле дал мне понять базу сходу. То есть, по своей сути, мне самому надо сидеть с переводчиком, но я в целом и не против. Оно не мешает, так как там нельзя нажать куда-то не туда. Особый вайб придает момент, когда тебе что-то рассказывает друг, который работает в РЖД, и рассказывает интересные вещи, но ты их не улавливаешь, потому что ты пытаешься держать оптимальную скорость. Автоведение бывает. Автоведение есть, но оно тупое. Блин, электровозок тоже тупое. Ну, на красный не более 20. Хотя не знаю, как там. Где-то, не понял. Хочу сказать, что игра-то прикольная, но проходится буквально за 2 часа, если не гнаться за оценками S. Вот и думайте. А так, спасибо за просмотр, поставьте лайк и пишите комментарии. Подписывайтесь на канал, а я и дальше пойду искать прикольные и не очень игры. Пока.